Улыбчивого всем настроения. Итак, такого я еще не то что не делала, я такого не видела и даже не знала и не подозревала, что такое может быть. Итак, я выполняла самый необычный заказ за всю мою вязальную жизнь. И хочу поделиться этим с вами, хочу узнать, видели вы такое, знали вы такое и что вы думаете об этом. Итак, как вы видите, вот он перед вами. Как вы думаете, что это такое? Это вот такие цветочки на такой цепочке и заканчиваются вот такими листочками. Давайте один возьмем. Вот так выглядит эта штучка. Вот как вы думаете, что это такое? Поставьте на паузу, напишите мне в комментариях. Вот мне очень будет интересно узнать ваше предположение. Итак, что же это такое? Давайте поддержим интригу. Было условие, что это должно связано быть из 100% хлопка. Я использовала вот такую пряжу. Азалия. Вяжу, конечно, я не первый раз, поэтому я руководствовалась составом. Мне нужно было, чтобы это был 100% хлопок. Как вы видите, это 100% хлопок. Так, и что? Здесь хотела еще показать. Хлопок 100% мерсеризированный. Вот так выглядит эта ниточка. Она плотная, тонкая, натуральная. У меня всего лишь 4 цвета. И из этой пряжи я вяжу только эти штучки. Здесь у меня еще есть пакетики, в которые я упакую каждую отдельно. Итак, надеюсь, вы написали, что это такое. И, внимание, эта штучка, это веревочка для перевязки пуповины у новорожденного ребенка. Представляете? Я такое встречаю первый раз. Итак, для тех мам, которые за чистоту планеты, я даже не могу представить как бы мотивацию, которые не хотят пользоваться пластиковыми прищепками для пуповины, те хотят перевязать пуповину ребенку натуральным материалом, ну, скажем так. И это заказ для Европы, потому что там разрешается врачами эта веревочка для перевязки пуповины. Как она будет стерилизоваться, обрабатываться, не спрашивайте, я не знаю. Но если врачи, роженицы разрешают такую штучку,
ну, как бы, значит, они знают, как это все правильно сделать, обработать. И я сейчас вам хочу показать, как это выглядит на картинке в реальности. Итак, посмотрите, как это выглядит вживую на фотографии с использованием вот такой веревочки для перевязки пуповины для новорожденного. Что вы думаете по этому поводу? Я такое видела в первый раз, и я была очень удивлена, потому что, ну, знаете, человеческой фантазии нет ни границ, ни предела. И вот для мам, которые хотят, вернее, которые не хотят использовать пластиковую защипку для новорожденного ребенка, вот хотят такие веревочки из стопроцентного хлопка для перевязки пуповины. Это мой самый необычный заказ за всю мою вязальную работу, за всю мою вязальную историю. Я не знаю, что может быть необычнее после этого, даже не могу предположить. Давайте я вам покажу поближе. Сделала вот такие красивые листочки. Я не знаю, потом они будут хранить эту веревочку как для ребенка, как раритет семейный, как семейную реликвию. Не знаю. Ничего не знаю. Поэтому делитесь своими впечатлениями, своими мыслями. Мне будет интересно это все узнать и почитать. Вот так выглядят цветочки. Все очень просто, все очень такое однослойное, чтобы оно нигде не зацепалось, нигде не причиняло дискомфорт или как там нигде не давило. В общем, я не знаю, как это будет использоваться вживую, но этот заказ для меня очень интересный. Это цветочки я сделала для девочек. Дальше буду вязать точно такие же, только для мальчиков. Это будут, возможно, мишки, возможно, что-то другое. Сейчас буду искать в интернете, смотреть другие аппликации крючком, чтобы использовать мои цвета. И вот такой был у меня интереснейший заказ, необыкновенный, необычный, удивительный. Что вы думаете по этому поводу? Я не знаю, у нас вряд ли, ну вот на Украине вряд ли разрешат в больницах использовать вот такую с собой принесенную вещь. Я думаю, все-таки наши врачи, ну, только за стерильные штуки, вот эти пластиковые зажимы. Но в других странах возможно и такое. Поэтому, ну, если врачи разрешают, значит, они знают, как этим пользоваться и как это обработать, стерилизировать. И значит, такие штуки использовать можно. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. И вот скажите, я вас удивила или вы об этом знали?